как человечеству освоить другие звездные системы. Обычно мы представляем себе какие-то гигантские корабли. Концепт космического корабля удостоенной награды предусматривает создание обитаемого комплекса длиной 58 километров, способного вместить 2400 человек во время 400-летнего путешествия к Проксиме Центавра b. Такие проекты требуют колоссальных затрат ресурсов и технологий. И несмотря на все премии и признания, это проекты очень и очень далекого будущего. Сегодня мы разбираем одно предложение, которое буквально переворачивает с ног на голову все, что мы думали о межзвездных полетах. И это, что интересно, не просто фантастика. Это план, который опирается на технологии, которые могут стать реальностью уже завтра. Прежде чем мы перейдем к решению, давайте четко поймем, в чем проблема. Межзвездное путешествие для человека – это ведь не просто огромное расстояние. Это, по сути, настоящая стена, сложенная из, казалось бы, непреодолимых препятствий. Просто представьте, корабль должен быть абсолютно автономным на протяжении сотен, а может и тысяч лет. Ему нужен воздух, вода, еда, защита от радиации. Но главное, он должен как-то поддерживать здоровое и стабильное человеческое общество в полной абсолютной изоляции. Это просто колоссальная инженерная и социальная задача. Сегодня она кажется практически невыполнимой. Но если прямой путь закрыт, может и есть какой-то другой. А что если ключ к звездам – это не гигантские корабли, а всего лишь одна единственная технология, которая уже почти у нас в руках? И вот она, эта технология – искусственная матка. По сути, это устройство, которое способно вырастить человека от эмбриона до самого рождения в полностью контролируемой среде. Звучит, конечно, футуристично, но, как мы сейчас увидим, разработки в этой области идут полным ходом. И вот что самое поразительное – это не вопрос какого-то далекого будущего. 2017 год, проект Биобек, удачные эксперименты над ягнятами. Наши дни. Медики в Нидерландах успешно спасают жизни недоношенным детям сегодня благодаря технологии акваматка. Все больше стран включаются в эту научную гонку. Япония официально присоединилась к исследованиям с амбициозным проектом Йови Japan Virtual Environment. Японские ученые из университета Тохоку работают над созданием системы, которая позволит полностью заменить плаценту, доводя технологию до совершенства. Итак, хорошо, у нас есть эта технология. Как тогда будет выглядеть сама миссия по колонизации? Так вот, на борт этого корабля-ковчега не ступит ни одна нога взрослого человека. Вместо этого он понесет 3 ключевых компонента: полностью оборудованную биолабораторию с теми самыми искусственными матками, команду очень продвинутых роботов-андроидов и, конечно, генетический материал, замороженные человеческие эмбрионы. План выглядит так. Корабль стартует с Земли и летит в автоматическом режиме до момента приближения к целевой планете. За 18 лет до прибытия происходит активация всех систем. Просыпаются андроиды, запускается биолаборатория. Начинается производство колонистов. Андроиды выступают в роли нянек, учителей и воспитателей для первого поколения людей. Они растят поколение, которое никогда не видело Земли. И к моменту прибытия на борту уже находится молодой, здоровый, обученный экипаж, готовый основать новый мир. И вот здесь ключевой момент – это масштаб. Речь идет не о тысячах людей, а о небольшой, полностью управляемой группе. Всего несколько десятков, максимум пара сотен колонистов. Этого вполне достаточно, чтобы заложить основу генетически разнообразной популяции, которая в дальнейшем будет расти естественным путем. Итак, у нас есть план. Но тут же возникает логичный вопрос, а зачем вообще на этом этапе нужны люди? Не проще ли отправить самовоспроизводящихся роботов, которые все подготовят, все построят? На базе существующих технологий и разработок ближайшего будущего, инкубация человека – это кратчайший и наиболее эффективный протокол создания цивилизации с нуля. И вот почему. Логика тут в эффективности. Чтобы роботизированная колония создала хотя бы одного сложного андроида, ей нужны заводы, ресурсы, инфраструктура. Скорость – это вопрос выживания. У любой техники есть ресурс, и она неизбежно выходит из строя. Чтобы колония роботов уцелела, им пришлось бы вести с собой целые заводы и станки. Им нужно мгновенно выгрузиться, провести геологоразведку и запустить добычу ресурсов.
Времени на раскачку нет. Как только иссякнут источники питания, армия андроидов превратится в груду мертвого лома. Добавьте сюда программные ошибки, вспышки электромагнитного излучения от сверхновых, они мгновенно превратят сложнейшие процессоры в бесполезный лом. Чтобы этого избежать, размер корабля снова должен стать чудовищным из-за систем защиты и резервных складов. При всей кажущейся простоте, колонизация роботами на практике оказывается куда сложнее и уязвимее, чем в воссоздании биологической жизни. А вот биологическая колония, напротив, начинает сразу с главного – с людей. Людей, которые могут сразу строить цивилизацию. После посадки базовые блоки корабля станут надежным убежищем, обеспечивая первых людей пищей и кровом на десятилетия. Дальше рост колонии пойдет естественным путем. В отличие от машин, человеку достаточно простой пищи, чтобы жить, развиваться и размножаться. Потребуются сотни, а может и тысячи лет, прежде чем производственные цепочки достигнут уровня, способного вновь создать андроида или построить новый ковчег. Но колонистам некуда спешить, они уже дома. И, возможно, они назовут этот мир Земля-2. Глядя на нашу собственную историю, невольно задумываешься, а наша Земля, какая она по счету? Но самое поразительное в этом футуристическом плане то, что он может оказаться совсем не новым. Ученые и исследователи, вновь и вновь изучая древние письмена, видят сквозь пелену времени описание именно этого метода колонизации. И этот метод эффективен на 1000%. Почему? Да потому что каждый раз, когда вы смотрите на себя в зеркало, вы видите потомков тех самых колонистов, прибывших на эту планету миллионы лет назад. Наши предки сами были потомками великих покорителей планет, и у них, как и у их предшественников, было храброе сердце и горячая кровь. Но эта кровь была настолько горячей, а амбиции столь безмерными, что, не поделив что-то между собой, они едва не уничтожили эту планету и всю цивилизацию в ноль. Так говорят древние тексты. И здесь биологическая форма жизни снова победила. Все древние машины и грозные механизмы давно превратились в пласты ржавчины. Но цивилизация выжила, пусть и замедлив свое развитие на тысячелетия. Мы сами – живое доказательство превосходства биологии над машинами. Наука сегодня почти достигла вершин, позволяющих закладывать в будущие поколения лучшие параметры. Осознав ошибки прошлого, ученые напишут для андроидов-воспитателей особые программы. Там, вдали от нашей суеты и пагубного влияния, родится новая жизнь. Новые, лучшие мы. Люди, свободные от нашей злобы и пороков. Не тратя время на разрушение, они быстрее достигнут расцвета и отправят свой ковчег к новым звездным просторам, навсегда замкнув великий круг бытия.